Друзья, приветствую на канале. Готовлю торт мартовский к чаю или на праздничное мероприятие. Торт по данному рецепту получается бюджетный, но очень вкусный. Готовьте, приятного аппетита. В яйца добавляю сахар, соль и ванилин. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной светлой массы. Добавляю сгущенку, сметану, всю муку и разрыхлитель. Перемешиваю на низких оборотах миксера под углом, чтобы насыщать тесто кислородом до получения однородного кексового теста. В формуле выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все кексовое тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. Для крема сливочное масло вымешиваю миксером до бела. В 2 приема добавляю сгущенное молоко. И после каждого добавления тщательно вымешиваю миксером. Сливочный крем устойчиво держится на лопастях миксера, он однородный и гладкий. Горячий бисквит оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник. Холодный бисквит разрезаю на 2 бисквитных коржа. На поверхность для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Устанавливаю первый бисквитный корж срезом вверх. Выкладываю абрикосовый джем и распределяю джем по всей площади бисквита. Сверху выкладываю большую часть сливочного крема. Осторожно распределяю крем волшебной палеткой. Если нет в наличии волшебной палетки, распределить крем можно просто лопаткой или ножом. Распределяя крем, рекомендую формировать кремовые бортики, чтобы торт после сборки выглядел ровным и четким цилиндром, без наклонов. Сверху выкладываю второй бисквитный корж и таким образом собираю торт. Распределяю сливочный крем по всей площади торта, сначала сверху, а затем по бокам. Окончательно выравниваю торт волшебной палеткой. Выровнять торт можно также кондитерским шпателем. Сверху обсыпаю торт дробленными грецкими орехами, которые я предварительно раздробил в блендере. Фиксирую орехи на торте, чтобы они прилипли к его поверхности. Убираю торт в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 5 часов. Пористые бисквитные коржи в сочетании со сливочным кремом и абрикосовым джемом получается очень вкусно. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео. Ой, это